«О, Леха, здорово!» Дежурный поднялся и помахал капитану Савельеву рукой. «Тут какая-то девчонка звонит, говорит, голодная. Не хочешь разобраться, что за девчонка? Откуда звонит?» – удивился Алексей. «Не знаю», – пожал плечами Володя. «Малая вроде, лет 6 может быть, плачет. Я сначала подумал, что это розыгрыш, рассердился, она все за свое. Ну пробей звонок, ты же можешь. Ладно, сейчас попробую». Савельев повернулся, чтобы уйти, но телефон зазвонил снова. Дежурный ответил и сразу же протянул трубку Алексею. «На сам с ней поговори», опять она. Алексей подошел и тут же услышал хрипы ребенка. «Не плачь, маленькая», — заговорил спокойно ласковым тоном. «Расскажи, пожалуйста, что у тебя случилось, и мы обязательно тебе поможем. Меня дядя Леша зовут, а тебя как? Вика. Хорошо. Вика, а где твои родители? Папа умер, а мама спит все время. Она не шевелится и мне не отвечает, а я боюсь и потому плачу, а еще я очень кушать хочу. Дома плохо пахнет. Мы прямо сейчас к тебе приедем, привезем еды. Поможем тебе, посмотрим, что с твоей мамой. Назови свой адрес, где ты живешь. Я не знаю. Подожди, как это? Давай вспомним. На какой улице находится твой дом? На улице Козыря 7-й, 2-й подъезд, квартира 6. Ну вот и умница, обрадовался Алексей. Жди нас, сейчас мы приедем. Только мы не дома. А где же вы? Я не знаю. Это маленький дом и забор плохой. Я хотела выйти, а во дворе большая злая собака. Я ее боюсь. Вика, я очень скоро приеду, очень-очень скоро. Ты, главное, ничего не бойся, посиди спокойно у окна, подожди. Хорошо, хорошо, ответила девочка и положила трубку. Алексей направился к своей машине. Он решил съездить по указанному Викой адресу и там у соседей разузнать, что произошло на самом деле. Предположения его не обманули. Пожилая женщина, жившая напротив квартиры Вики, сказала, что семья Ковалевых была вполне приличной, пока Николай, отец Вики, был жив. Он ведь очень любил свою Лариску, пояснила Вера Ивановна. Она такая шельма и гулящая к тому же. Понять не могу, что Коля в ней нашел. Он весь из себя такой положительный, добрый, внимательный. Я ведь его с детства знаю, с родителями его покойными дружила. А вот поди-то влюбился как мальчишка. Лариска сама-то дедомовская, он ее на улице подобрал, пожалел, выходил, откормил. Она молодая, совсем только-только 18 исполнилась, а ему-то уже за 27 переварила. Ну что ты думаешь, милый человек, ему семья нужна, дети, а это вертихвостки лишь бы пошляться. Друзей стала водить домой, пьянки, гулянки устраивать. А что же Николай все терпел? Что ты, скандалил, пьяни за шиворот из дома вышвыривал, только Лариска крик поднимала в защиту, значит, своих собутыльников, они, говорит, мне как братья. Ну и уходила с ними, а Коля искал ее, домой возвращал. Ну на месяц все вроде утихало. Года 3 так они прожили, а потом Лариска забеременела. Были тут разговоры, что Вику она нагуляла, да и поверить можно было. Коля светленький, даже рыжеватый, сероглазый, а Вика черная, как голчонок. Маленькая такая, остроносенькая, как птичка. Вы не знаете, где она сейчас может быть. Вика дозвонилась нам в отделение и сказала, что испуганная, голодная, а мать спит и не отвечает ей. Может быть, она даже мертва. Вера Ивановна, давайте вместе подумаем, где может быть девочка. Это, как я понял, какой-то частный дом, во дворе злая собака. Где это может быть? Частный дом, переспросила старушка. Задумалась, потом покачала головой. Нет, я не знаю. Алексей помолчал, потом продолжил расспросы, пытаясь найти еще хоть какую-то зацепку, но ничего не выходило, и вдруг, когда он, простившись с соседкой Николая, направился к выходу, она крикнула его. «Послушайте, я однажды слышала, что Коля искал Лариску в районе Старых Терновников. Там то ли дачи, то ли частные дома. Может, там что-то найдете». Алексей поблагодарил старушку и поехал на окраину города, про который говорила старушка. Только сейчас после долгих поисков он подошел к какому-то заброшенному с виду дому, но во дворе сидела крупная дворняга. Она зарычала, увидев Алексея, но тот смело открыл калитку, направляясь к дому. Собака залаяла. Отбежав в сторону, Алексей достал из сумки булочку и несколько сарделек и бросил ей. Дворняга с жадностью набросилась на еду, а в окне появилась лохмаченная голова худенькой девчушки. У Алексея отлегло от сердца, он нашел Вику. Это, несомненно, была она. Девочка бросилась ему на шею, рыдая от счастья, что все закончилось. Когда она немного успокоилась, Алексей протянул ей бутылочку питьевого йогурта. «Вот, Викуля,
Ты попей пока, потом я тебя покормлю так надо, чтобы у тебя не заболел живот. Ты же давно не ела. Побудь тут, я схожу и посмотрю на твою маму. Она в какой комнате?» Девочка показала кивком головы. Алексей зашел и тут же вышел назад. Не нужно было быть экспертом, чтобы понять, что женщина мертва уже более суток. Алексей набрал номер дежурной части и вызвал по адресу наряд полиции. Уже стемнело, когда Алексей пришел домой. Позвонил в дверь, ему открыла жена Марина и тут же удивленно отступила назад. Ее муж держал на руках спящую девочку, та доверчиво положила голову ему на плечо и мерно посапывала, чувствуя себя под надежной защитой. У ног Алексея сидела рыжая дворняга и смотрела на женщину грустными глазами. «Кто это, Леша, и чей это пес?» — спросила Марина мужа, пропуская его в квартиру и помогая уложить ребенка на диванчик. «Ох, Маруся, тут такое дело. Пусть Вика спит, а мы с тобой пойдем на кухню, я тебе все расскажу, и Барбоса этого покорми, пожалуйста. Но, Савельев, с тобой не соскучишься». Всплеснула руками Марина и поманила пса, который так и остался сидеть. Сидя за столом, Марина выслушала рассказ Алексея и покачала головой. «Боже мой, как же несправедливо бывает к людям судьба. Бедная малышка такое пережила, а ее мать, ты говоришь, умерла. Да, скорее всего, отравилась спиртом. Хозяин той дачи в тюрьме. Понятия не имею, как они там оказались. Скорее всего, были знакомы давно, но факт остается фактом. Девчонке светит детский приют, а мне так жаль, ты не представляешь. Ну почему же представляю? Сам все знаешь». Да, Алексей все знал. Сам он познакомился с Мариной, выпускницей детского дома, когда их наряд вызвали в общежитие, где произошла драка. Двое парней настойчиво добивались внимания Марины, и хотя она не хотела общаться ни с одним из них, решили все за нее. Приехавший наряд забрал Драчунов, а Алексей опросил свидетелей и Марину. Когда же он, все выяснив, направился к машине, она пошла за ним. «А вы куда? Вы же не задержаны?» – удивился Алеша. «Я с вами, я тут боюсь оставаться. Но со мной нельзя, у меня работа и все такое. А хулиганов этих не бойтесь, если что, позвоните». Парней выпустили через несколько часов, и Марина, увидев их направляющихся к общежитию, сбежала оттуда в одном платье и комнатных тапочках. Алексей вышел из отдела поздно вечером. На улице шел осенний дождь, и он, недовольно поежившись, поднял воротник. Зонт, как всегда, остался дома. Тут он и увидел фигурку девушки, которая насквозь промокла и дрожала, как лес на ветру. Он сразу узнал Марину и ахнул от изумления. «Ну что же вы, зачем пришли сюда, еще и в таком виде? Я боюсь там в общежитии. Они не оставят меня в покое. А меня не боишься?» Девушка покачала головой. «Ну тогда поехали ко мне, хоть будет кому ужин приготовить. Ты готовить-то умеешь?» «Умею», — улыбнулась девушка. По дороге она рассказала, что воспитывалась в детском доме и только месяц назад ушла оттуда. Поступила учиться в кулинарный техникум и стала жить в общежитии. Сначала все было хорошо, а потом к ней стали приставать эти двое. Да. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.